Всех приветствую! В данном видеоролике постараюсь показать вам реанимацию вот этой чудной шлифмашины имени Bosch. Название более точное на экране. Почему постараюсь? Потому что до конца не уверен, что заказал ту запчасть, которую было нужно, чтобы она заработала. Эта болгарка досталась мне с объекта, на котором я работал. Там еще работало пару парней, они, в общем-то, ее сломали за один день. Она была практически новая, ушатали ее. И сейчас я вам покажу, как она работает теперь. Я не знаю, как можно бошевскую болгарку сломать. Но бывают очень суровые ребята, у которых получается абсолютно все. Так, включаем. Ничего нет, да? Ага, вот. Оп, видно, что происходит. Вот примерно так она сейчас работает. Эта болгарка очень хорошая, мне она очень нравится, потому что здесь есть регулировка оборотов. Ну, можно выключать или еще разок попробовать. Лучше она уже не заработает. Я ее уже много раз разбирал, так что не удивляйтесь, что сейчас буду так легко некоторые вещи откручивать. Просто я вам показал, что она не работает и как она вообще трясется. Я подозреваю, что здесь не работает именно сам ротор. Из-за него все вот эти траблы возникают. Долго анализировал, ну кроме ротора я не знаю, что тут еще может быть. Так, все остальные обмотки я прозванивал, они вроде бы целые. Заказал на Алиэкспрессе новенький ротор. Он пока что лежит здесь, прощупывается. Надеюсь, что он будет идентичен этому. Так что сейчас разберу болгарку и мы посмотрим, будет ли он идентичен или нет. Для начала нужно снять вот эту вот защитную вещь, защитный кожух. Здесь, как видите, он на пару винтиков всего лишь прикручен. Потому что я ее уже разбирал, причем несколько раз. Промерял ротор много раз, но так и не смог понять, работает он или нет. Ну, он по-любому не работает уже, потому что я там и перерезал проводки, думал, может, где замкнуло, может, хоть... Ну, короче, всеми мыслимыми способами пытался выяснить, работает оно или нет. Так, здесь уже все откручено. Теперь откручу редуктор и постараюсь вытащить все потроха. Ротор приобрел довольно-таки недешево, около 1500 рублей. Вот этот ротор-якорь. Около 1500 рублей он мне обошелся. Но сейчас болгарки в наше время очень дорогие стали. Поэтому это все равно дешевле, чем купить даже дешевую какую-нибудь корейскую, китайскую болгарку. Так, ну вот он редуктор. Что он из себя представляет? Масло еще заводское здесь стоит. Крутится очень-очень плотно. Не знаю, такое ощущение, что там и подшипник не шариковый. Как-то оно очень уж плотно крутится здесь. Здесь уже откручена эта гайка. Осталось только ее сорвать, выкрутить. Вот, а уже закручивать буду хорошо. Так, и вынимаем ротор. Сейчас мы посмотрим, оно хоть пришло или не оно. Так, вскрываем. Вскрываем, достаем. Да, новенький. Красота, лепота. Так. Ну и что мы видим? А мы видим, блин, что, сука, не оно. Ёлки зеленые. Блядство, а? Не то, падла. Блин. Так.
Все-таки немного не то я заказал. Собрался с мыслями. Можно продолжить съемку. Значит, что я сделал уже? Снял подшипник. Вот этот он здесь стоял. Весьма неплохо был напрессованный. Так, вот эту пластмасску надо снять. Подойдет она сюда? Не подойдет. Как-то да подойдет. Так, и что еще? Здесь была крыльчатка для воздуха, для прокачки. И здесь было. Здесь я ее разломал, сломал, обточил. А здесь она просто снимается. Буду, короче, адаптировать этот вал. Он просто всего лишь немного тоньше здесь вал. Под другую шестерню. Ну, можно сделать какой-то переходник. А так все остальное более-менее подходит. Подшипник, посадка под подшипник. Так, ну она немножко дальше. Ну, здесь можно проточить. Уменьшить вот этот размер. Чтобы оно дальше просто-напросто проходило. Вот. Ну вот как-то теперь надо будет побеждать это дело. Но для начала, сейчас я соберу и попробую, вращается ли оно. Может, все-таки не в этом даже и дело было. Немного пришлось пластмасску подточить, доработать. Теперь вставляем подшипник. В принципе, вручную залазит. А теперь можно попробовать, будет ли оно работать. Хотя бы движок запустить. Щетки обычно ставлю таким вот простым способом. Я их выковыриваю отсюда пружину. Ставлю либо с краю как-то, либо все время есть, короче, куда ее отклонить. Ну и выдвигаю щетки вот так. И смело можно заряжать. Так вот, раз. А теперь все можно возвратить обратно. Прижимную пружинку. Так. Так, проскочила. Да, жалко, конечно. Блин, чё ж так оно. Такая невезуха, а? С этой болгаркой. Еще оттуда тяжело потом вытаскивать вал. Плотно сидит очень. Не совсем даже до конца. Ну там, как я уже говорил, надо небольшую проточку сделать. Сейчас я прихвачу пару винтиков и попробуем. Придется колхозить какие-то втулки между шестерней и валом. Вот. И как-то контрить его. Смотреть. В общем, дело такое, то еще. Так, ну что. Пробуем. Так, вроде бы крутится, ничего не цепляет. Так, ставлю на самый минимум. И включаю. Оп. А, все равно не работает. Все равно фигня какая-то. А хотя нет, разработалась. О! Ура! Жара пошла. А ну-ка на всю, если. О! Это просто щетки еще не притерлись. Вибрации нету, нормальный вал в этом смысле. Нормально. Так, надо выключать. И двигаться дальше. Теперь обратно все разбираю. Теперь надо как-то эту шестерню сделать, чтобы нормально сидела. Ну и вот она, наша шестерня. Шестерня здесь просто насаживалась.
И все зажималось вместе с подшипником. Такой вот гаечкой. Важно вот этот момент, вот это расстояние измерить очень точно. Это измерю штангенрейсмусом. Вот так оно зажималось и работало потом в дальнейшем. Так. Ну, вот эту уже штуку примерял. Она сюда налазит, плотно очень. А там внутри залью эпоксидом и будет как родная сидеть. О. Короче, к сожалению, ребят, приходится извращаться опять в очередной раз. Делать буду с помощью жесткого центра неподвижного. Потому что он гораздо лучше центрирует. Так как он неподвижный, он не вносит никаких корректив. Но этот ротор, видимо, делали все-таки в подвижном центре. Потому что у него есть биение. Примерно 1/100 биения. Собственно, такое же биение потом и на выходе получится. Но что делать? Более точно я не знаю, как установить. Будем мириться с таким интересным биением в 1/100. Зажал деталь. И теперь нужно вот эту посадку под подшипник продолжить на 2,7 мм в эту сторону. Так, ну все вроде бы готово. Подшлифовал наждаком, чтобы рисок было меньше. Шестерня налазит. Она вот и здесь не сверх мега плотно. Сначала по ней делал, но оказалось, что если по ней, потом подшипник не налазит. А подшипничек очень хорошо садится. Вот таким характерным усилием. Также и снимается. Так. В общем-то, работы на валу закончены. Теперь можно приступать к изготовлению втулки, которая будет вот в этой части держать шестерню. Что шестерня, получается, будет находить вот сюда. Втулку сделаю из высокопрочного подкаленного болта. Здесь закалка не очень жесткая, но этот болт немного подкален. Наружный диаметр сделал с запасом, чтобы потом его обработать непосредственно на валу. Получилась такая вот втулочка. Сделал я ее очень плотно. И вот уже последние миллиметры, так сказать, осталось набить. Ну вот, втулочка и на месте. Теперь остается опять же ее в центра зажать и проточить. В общем, видимо, из-за того, что набивал, еще на 100 увеличилось биение. Теперь биение составляет где-то 200. Биение относительно подшипника. Место это толстое, оно осталось на своих местах. А тонкое место, оно, естественно, немного подсогнулось. Теперь вот это место нужно проточить под вот эту шестерню. Так, ну вроде бы все. Очень такая скрупулезная работа. Шестерня налазит. Вот.
не спадает. Весьма плотно здесь держится. Ну и подшипник тоже. Подшипника отверстие поменьше. Он весьма тоже плотно налазит. Ну здесь надо большее усилие. Это я уже потом при сборке. Сейчас нужно нацепить вот эту вещь. Развел немного эпоксидки. Ускорил ее застывание, чтобы сутки не ждать нагревом. И все-таки приклеил ее к валу. Заполнил все полости эпоксидкой, все пустоты. Поставил на токарный, чтобы устранить биение. Сейчас видно, что практически крыльчатка не бьет. Ну, на глаз не видно, по крайней мере. Для крыльчаток это нормально. Тут главное, чтобы она не цеплялась. Она легкая, большого дисбаланса не вносит. Идет финальная стадия. Уже закручиваю гайку. Гайку обточил так же, как и заводская, чтобы она не цеплялась за шестерню. И осталось затянуть хорошенечко. Это, в принципе, на самозатягивание работает. Вот так вот. Если что, какой удар, должно затягиваться, а не откручиваться. Ну так, крутится, не цепляет. Нигде ничего. Посмотрим, как будет в работе. Эпоксидка уже гарантированно высохла. Оставил на ночь. Посмотрел дома, все-таки на картинке вот вал не такой. То есть вал тот, что должен быть у меня. Все-таки не проглядел я, а мне отправили немножко другое, не соответствующее картинке запчасть. Правда, в названии модель была написана другая. То есть тут спорный момент. Я даже не знаю, можно ли открыть там какой-то спор. Ну, я уже тем более все переделал. Фиг его знает, посоветуйте в комментариях, что можно было бы сделать. Ну, ждать я не хотел. Если вижу, что проблему можно решить, я ее стараюсь решить. Единственное, что мне не понравилось, не устраивает, что сейчас такой немного тонкий вал вот в том месте. Гораздо тоньше, чем у меня был родной. Но опять же, это ж вал для болгарки. Видимо, как-то оно рассчитывалось, как-то должно работать. Не знаю, посмотрим. Утешает лишь одно, что шестерня все-таки на толстую часть одним своим концом заходит. Жесткости должно, по идее, хватать этой конструкции. Итак, последний этап. Сборка. Все нужно скрутить. Так, ну что, ребят, пробуем. К чему же привели все эти старания? Поставил на единичку. Крутится вроде бы. Пробую добавлять. Прелесть этой болгарки еще в том, что она добавляет крутящий момент под нагрузкой. То есть она старается стабилизировать обороты. Хоть они и маленькие, вот как сейчас, но при нагрузке они как бы момент добавляет, и оно поддерживает эти обороты. Вот я сильно давлю, она полностью не останавливается, хотя оборотики небольшие. Я предполагаю, что именно в таком режиме ее и убили. Потому что на малых оборотах охлаждения никакого. Охлаждение очень маленькое, но нагрузка идет большая. И нужно было ее охлаждать, останавливаться вовремя, чтобы она не сгорела.
Такой вот интересный ремонт. Неожиданно для меня он состоялся со всеми токарными работами. Без токарного навряд ли бы я смог здесь что-либо сделать. С каким-либо приемлемым качеством, по крайней мере. Ладно, на этом все. Всем спасибо. Спасибо за просмотр. До новых встреч.